Владимир Яковлевич Маршенюк. Мудрые сказки для взрослых, которые должны прочитать их своим детям обязательно. Аннотация. Это сборник притч, сказок и рассказов для взрослых и детей, написанный в юмористическом стиле, показывающий реальные стороны разных жизненных ситуаций. Подойдет для чтения в семейном кругу с обсуждением прочитанного. Книга первая. Мудрые сказки. Два петуха. Было у хозяйки много кур и два петуха. Большие, красивые, с разноцветными длинными перьями и высокими пурпурными гребнями. И никак не могли решить между собой, кто из них лучше, сильнее и красивее. Каждый день с утра до самого вечера выясняли они отношения. Сначала просто отталкивали друг друга грудью, затем начали хлопать крыльями по противнику, подпрыгивали и старались ударами мощных шпор на ногах поцарапать друг дружку. Но и этого оказалось мало. Силы были почти равные, и трудно было решить, кто все-таки сильнее. Тогда и пошли в ход зубы и челюсти. Они клевали один другого в голову, шею, выдергивали перья из хвоста и крыльев. Выщипанный пух летал тучами по двору, закрывая солнце. Из-за этого забросили все свои петушиные обязанности, только и дрались. Изящные, когда-то яркие гребни были расклеваны в клочья и безжизненно свисали в разные стороны. Взглянула на них хозяйка и не узнала своих красавцев. Какие-то два щипанные окровавленные оборвыша, хромая, еле ползали по двору, стараясь из последних сил клюнуть один другого. «Какой ужас!» — сказала она, всплеснув руками, и пошла за топором, приговаривая: «Какие были красавцы, загляденье, и до чего довела страсть выяснять, кто сильнее. А теперь только в бульоны сгодятся». Кабан. Лето, колхоз, уборка сена в подшефном хозяйстве. Как-то после обеда приходит бригадир. «Ребята», — говорит он, — «надо срочно помочь погрузить кабана и сдать по плану на мясокомбинат». Кабан оказался таким здоровым, кило этак на 300, что еле помещался в загоне, в каком обычно находятся 4 поросенка. Как ни пробовали выгонять, ничего не получалось. И за хвост тащили, и за уши. Втроем толкали сзади, все нипочем. Тут подъехала машина для погрузки, а кабана и с места не сдвинуть. Шофер сигналит, ругается, что уедет и ждать не будет. Прибежал бригадир. Видя такое дело, что мы справиться не можем, выломал доску с забора и начал охаживать бедолагу кабана по бокам, по спине, вообще по всему, куда только попадало. В результате кабан из бело-розового превратился в истине красного, еле дышал. Ноги у него стали подкашиваться. Вот теперь наконец-таки удалось затолкать четвером его в кузов. Только закрыли борт, как примчался председатель колхоза, весь красный и потный от бега. «Вы что, сдурели?» – заорал он не своим голосом на всю деревню. «Племенного, единственного кабана хотите отправить на колбасу?» – не унимался он. «Срочно выгружайте назад!» Все, находясь в диком шоке, только открыли кузов, как кабан стремительно спрыгнул на помост и скрылся в сарае. Постановщик из ОСУ, который был с нами, посмотрел на избитого синего с головы до хвоста кабана и говорит: «Бедный кабан, стоит сейчас в своем загоне и думает: а за что же все же меня так избили?» Почему написал эту дословно правдивую историю? А потому, что все это очень напоминает историю, происходящую сейчас с ковидом. Когда потом все они подумают: а за что же нас всех так отколошматили? Столб. «Привет, столб! Посмотри, какой костюмчик приобрел! Итальянский, цвета вулканического огня с пламенем. А какие пуговицы! Перламутровые, с переливами!» Молчит столб телеграфный, только на ветру проводами покачивает. «А какая подкладочка! Атласная, гладенькая, жгуче-красная, как у новых русских!» Не унимаюсь я. Молчит столб, да и провода не шевелятся, ветер стих. «А какие брюки! Клеш 33 сантиметра, встречная складка, карманы накладные!» «Угу, гу, гу!» — прогудел от ветра проводами столб. «Тебе что, не понравился костюмчик?» Задрав голову, смотрю на его изоляторы. Гу-гу. Ветер утих, и даже гудение пропало. «Ну так ты мне друг или нет?» Кричу со всей мочи.
Так правильно я сделал, что его купил. Скажи хоть что. Ветер стих окончательно. Провода вообще перестали даже качаться. Наступила полная тишина. Ну и друга себе нашел. Ни поговорить, ни спросить, ни узнать его мнение о правильности своих поступков. И что он после этого мне, друг или нет? Подумал я. А как попросить у него чем-нибудь помочь, если даже совета не допросишься? А что уж говорить о другом? Ну и стой здесь вкопанном, сказал в сердцах и пошел к следующему столбу, но уже электрическому. Может, он окажется настоящим другом? Не напоминает ли это вам некоторых ваших друзей? Сестричка за копеечку. «Мама, я хочу себе сестренку, а то мне так скучно одному!» Просил каждый день у своей матери маленький Валерка. «Я бы с удовольствием», — отвечала мать, «но вот только не хватает копеечки, чтобы пойти и купить тебе сестру». На другой день прибегает взволнованная соседка. «Иди быстрее и забирай своего Валерку, а то он стоит возле магазина и просит милостыню». Удивлению матери не было предела, когда она увидела своего сына с коробочкой из-под чая в руках, просящего у всех подряд: «Дяденьки, подайте копеечку на сестричку». «На сестричку?» – спрашивали удивленные прохожие. «На, возьми рубль». «Нет», – отвечал мальчик, – «рубля не надо. Мама сказала, что не хватает копеечки». После всего увиденного и услышанного матери ничего другого не оставалось делать, как пойти и через 9 месяцев купить на собранные копеечки сестричку Леночку, которая и сейчас, через 50 лет, вспоминает с благодарностью своего братика Валеру, благодаря кому она и появилась на свет. Если вам грустно и одиноко, не постесняйтесь и попросите копеечку. Пикассо – это кто? Что это еще за мазня? Удивленно спрашивает моя спутница по картинной галерее, воспитательница детсада. У меня дети в саду и то лучше рисуют. Возмущению ее просто нет предела. Как можно так плохо рисовать? Ну что ты? Пытаюсь ее успокоить. Пойми, что он рисовал все свои картины наспор с друзьями, завязав себе глаза, или по ночам, без света, на ощупь. Сама посмотри. Глаз на месте уха, нос на лбу, одна половина лица смотрит вверх, а другая назад. Протянула она. Вот в чем дело. Завтра попробую у себя в садике. На другой день, встретив ее взволнованную, спрашиваю: «И как, получилось?» «Ты что, еще как! В 100 раз лучше, чем на выставке. Завтра отнесу в галерею. Пусть ту мазню выбросят, а повесят мои картины. Людям будет это гораздо интереснее». «Покажи сначала мне», — робко спрашиваю. «А то вдруг подумают, что это из их запасников стащили. Еще и статью пришьют». «Вот, смотри». И гордо протягивает папку с рисунками. «Ух ты, вот это да!» — вырвалось у меня. «Да они и вправду в 100 раз лучше тех. Неси спокойно». Через неделю. «Больше с тобой вообще разговаривать и тем более ходить на выставки не буду. Так меня разыграть. А я, глупая, и поверила, что он рисовал по ночам без света и с завязанными глазами. Мне на выставке сказали, что на самом деле он рисовал только днем и при ярком свете». «Да ты что?» Пытаюсь выразить удивление. «Извини, это просто в голове перепуталось. Картины так похожи». «С кем еще похожи? Опять меня разыгрываешь?» «Что ты? Сейчас вспомнил. Это так рисовал тоже очень известный художник. Он был очень большим оригиналом, не мог усидеть ни минуты на месте и все время шагал. В одной руке держа картину, а в другой кисточку. Вот поэтому такие неровные линии, размазанные контуры и цвета разные. Так как окунал кисть в краску с разбегу, попробуй попади в нужный цвет. А еще и картина выскальзывала из руки, и поэтому иногда люди и получались нарисованными вверх тормашками». «Ну погоди», — не унималась она, — «завтра поэкспериментирую». Прошло еще 2 дня. «Ура, мои дети талантливее этого!» Лицо ее сияло. «Завтра понесу опять в галерею». Через день взволнованно радостный звонок по телефону. «Только послушай, в картинной галерее искусствовед сказала, что мои копии лучше оригинала. Вот и получается, что мои детки — всемирные таланты». «Как это?» Тут уж удивляться пришлось мне. «Это как еще понимать? Какие еще копии? С каких оригиналов?» «Да ты ничего не понял. Никаких оригиналов не было. Просто у Вовочки была только одна краска, и та черная. Вот он взял и замазал весь лист в сплошной черный цвет. А у Оленьки была только красная краска. Вот она и срисовала все у Вовочки».
«Ну и дела», — подумалось мне. «Вот и ходи после этого по галереям с девушкой, лучше уж кино. Может, ее дети еще не научились снимать фильмы?» Обидчивый градусник. Висел себе градусник за окном и ни о чем не думал. Да и о чем ему было мыслить, если кроме скелета из стекол, да и такой же трубочки с ртутью, у благородных, а у него и вовсе с какой-то красненькой водичкой вместо крови, ничего больше и не было. Замерзал он от холода, раскалялся от жары, промокал под проливным дождем, изнывал под палящим солнцем, но никому до этого не было никакого дела. Все только и смотрели на его черточки с нарисованными по краям циферками. Если было морозно, ругали погоду, если тепло, то хвалили солнышко. Обидно стало ему за такое несправедливое отношение к его такой трудной работе в невыносимых условиях. Хорошо им там, в теплой комнате, развалившись в мягком кресле, смотреть мультики по телевизору, заедая шоколадкой. Думал обиженно градусник. А мне только кусочек комнаты из-за занавески и виден. И вообще, почему приколотили меня гвоздями за руки и за ноги к этой противной, вечно накрашенной раме? Не люблю я ее, особенно когда между нами зимой пронизывающий ветер наметает сугробы, а после дождя сижу в лужах, пока не высохнут. И так ему стало жалко самого себя, так грустно, так он возненавидел вся и всех, как будто бы они виноваты в его страданиях, что решил отомстить за причиненные ему огорчения и обиды. Думал и придумал. Стал в лютые морозы показывать, что на улице вовсе не очень уж и холодно, а так, свежо. Все ему верили, как и раньше, поэтому и выходили из дома, легко одевшись. Но пока добегали до работы, то руки и ноги звенели, как стеклянные сосульки. Носы белели, как намазанные мелом. Зуб на зуб не попадал до конца смены. А градусник был доволен, что наконец ответил за все свои, как ему казалось, унижения и страдания. Но злорадство и чувство мести не покидали его. «Я вам еще не такое покажу. Я вам устрою веселую жизнь. Вы у меня еще попляшете», — думал про себя градусник. И так ему становилось радостно от одних только этих мыслей, так хорошо и приятно, что не заметил, как потеплело. И стал он вместо жары показывать дикий холод. Все одевались потеплее, свитера, куртки, шапки, выходили на улицу, а там духота, солнце жарит, ни ветерка, парилка, да и только. Взмокшие от пота, распаренные, измученные жарой, еле доплетались до работы. Терпели они все это, терпели, и, наконец, глава семьи не выдержал, собрал всех и говорит: «Хороший был у нас раньше градусник, правильно температуру показывал, все были довольны, а теперь совсем испортился». И кто так на него мог повлиять? Характер стал у него просто невыносимым. Жалко будет с ним расставаться, но придется. Итак, столько раз из-за него на работу опаздывали. Пока вернешься, пока переоденешься, автобус и уйдет. На то мы порешили. Взяли клещи, выдернули гвозди и отнесли беднягу градусника на свалку. Лежит он в куче мусора, вокруг битое стекло, пустые банки, коты какие-то постоянно топчутся по нем. Сверху каждый день всякими отходами посыпают. Того, гляди, железкой ударят и привет. Врать ему тут же расхотелось. Но и показывать температуру было некому. Ни правильную, ни придуманную. Коты и без него знали, какая погода на дворе. А больше никого рядом не было. И стало тут ему не просто страшно, а ужасно. Вспомнил сразу чисто вымытую, вечно выкрашенную раму, улыбающиеся, смотрящие на него лица, и захотелось обратно, на окно, пусть даже с прибитыми железными гвоздями руками и ногами. «Никому и никогда не буду больше мстить», — взмолился градусник. Но никто его не слышал. Киски ушли спать. Затем приехал грузовик и увез контейнер с градусником неизвестно куда. Радио. Жило себе радио, развлекало народ сказками, песнями и прочими забавами. А люди слушали и слушали, то улыбались, то грустили, но в ответ приемнику не говорили никакого спасибо, а только обижались иногда, что оно отвлекает их от важных, по ихнему мнению, дел. Радио говорило, но как в стенку горох. Ты его бросаешь, а он отскакивает тебе обратно. Так и радио слышало только свое эхо. Скучно стало для радио и грустно, что его никто не замечает как друга, а только как способ борьбы со скукой. И в один прекрасный день оно взяло и сломалось. Что тут началось? Все вдруг начали обрывать телефоны на радиостанции. Куда подевались наши любимые передачи и наши песни где? И только теперь они поняли,
какое важное место в их жизни занимает радио, которое сообщает им последние новости и прогнозы погоды, поет любимые песни. Но было уже поздно. Поломка оказалась серьезной. Ремонт не помог, и пришлось идти в магазин покупать другое радио. Но в магазинах лежали только поддельные китайские радио, которые хрипели, дребезжали и никак не могли настроиться на нужную станцию, чтобы услышать полюбившиеся людям мелодии. Так и остались люди из-за своей неотзывчивости к полюбившемуся друзьям наедине с поддельными говорилками. Партизанская свадьба. 1941 год. Война. Немцы в деревне. Партизаны в лесу. Машка и Ванька решили пожениться. Невеста обменяла на базаре шматок старого сала на 2 желтеньких колечка. В подвале накрыла стол, пригласила соседей, проверенных. В назначенный час из лесу приполз жених. Бывший председатель колхоза быстренько поставил штампы в паспорта. Брачующие обменялись кольцами, выпили мутного самогона за новоиспеченных и быстренько разбежались по избам. Пьяного вдрызг от счастья Ваньку заволокли обратно в кусты. Через неделю интересующимся соседям, почему долго не было видно, невеста торжественно объявила, что вышла замуж. «А за кого?» – недоумевали соседи. «За парня», – гордо отвечала она. «А сколько ему лет? Где живет? Кем работает? Или скажи хотя бы, как зовут?» – допытывались обескураженные односельчане. Мило улыбаясь и застенчиво отвернувшись, невеста почему-то быстренько отворачивалась и под предлогом, что на плите кипит молоко, убегала в свою избу. «Какие все соседи бестолковые!» – недоумевала она. «Как не могут понять, что мой Ванька – партизан, и если немцы пронюхают, то меня эти гады замучают, заставят выдать, кто мой жених, затем поймают моего Ваньку и будут его мучить». От одной этой мысли, что Ваньку могут сильно обидеть, если она проболтается кому-либо, невеста быстренько сняла колечко, оторвала половицу и закопала колечко в сырую землицу. «Так будет понадежнее, никому больше не расскажу про своего суженого», – обрадованно подумала она. «А когда окончится война, всех врагов перебьют, вернется мой Ванюшка из лесу, скрываться ему больше не надо будет, и откопаю тогда я свое колечко, и уедем мы с ним подальше от этой проклятой деревни, где все пристают с дурацкими расспросами, куда-нибудь за границу, где по-нашему никто не понимает, может, хоть там будет хорошо». Ей стало от этих мечтаний так прекрасно. Золотой гребешок. Жил да был красивый красный петушок. Курочки его любили, да и он их тоже не забывал. Но то ли очень уж часто его любили, или то он сам так часто и много любил, что в конце концов надоело это все ему до чертиков, и он решил поискать более интересную жизнь на стороне. И в один прекрасный вечер, когда все порядочные курочки пошли спать в свой курятник, он тайком через дырку в заборе выскочил на соседнюю улицу и побежал, куда глаза глядят. Бежал, бежал, пока окончательно не стемнело, и ничего не было уже видно. Вскочил в первый же открытый двор и спрятался там под каким-то навесом. Проснувшись утром, увидел он незнакомую обстановку, понял, что не знает, куда попал и где его родной курятник. Хотелось есть, пить, но никто его не звал. Просидев так весь день и ночь, понял, что так дальше не выжить, и пошел гулять вдоль забора. На его счастье, в этот момент из соседнего двора решили покормить птичек крошками хлеба, прямо под кустом сирени, но птиц на его счастье рядом не было, а сосед ушел. Вот тут он и поел вкусняшек, которые раньше и не пробовал. Он так обрадовался, что так вкусно поел, и нет никаких обязанностей курочкам, что решил так жить и поживать. Так продолжалось всю зиму и почти полвесны, пока хозяйка навеса, где он прятался, не увидала непрошенного гостя. А к этому времени приехала ее дочь, и на следующий день он уже в свежеприготовленном виде оказался посреди праздничного стола. Мораль. Вот до чего доводят вкусняшки в чужом дворе. Диван. Диван был огромный, тяжелый, на толстых дубовых ножках, обтянутый лакированной, местами вытертой от времени мягкой кожей, что выделяло его среди новеньких бархатных кресел и полированного столика с телевизором. Он столько лет провел в этой комнате, насмотрелся по телевизору столько передач о разных странах, морях, океанах, и так ему захотелось прогуляться по утренней росе, походить по горячему белому песочку пляжа, поплескаться в ласковых волнах прибоя, что он и рассказал о своей мечте креслам. «Ты что? Посмотри на себя! Да тебя 5 человек с места не сдвинут! А ты размечтался о путешествии.
Стой молча себе в углу и радуйся, что хоть телевизор смотришь!» Возмущались кресла. Но диван не хотел расставаться со своей мечтой. Каждую ночь ему снились голубые дали с розовыми закатами. И так продолжалось. Но в один прекрасный день в комнату вошел хозяин, а с ним несколько крепких парней, которые подхватили диван под ножки, погрузили в машину и отвезли на дачу, стоящую у самого берега огромного озера. Радости дивана не было предела. С веранды, куда его поставили, открывался прекрасный вид на голубые дали, розовые закаты, а в жаркую погоду его выносили прямо под навес на пляже, где теплые волны смывали с его дубовых ножек остатки золотистого песка. Не бойтесь мечтать о прекрасном и хорошем, даже если вы, как этот диван, далеко от бирюзового моря и ласкового солнца. Карандаш. Жил-был простой карандашик в стакане для канцелярских принадлежностей. Не совсем он был черный, а скорее всего серый, твердый, для рисования чертежей и всякой деловой разности. И одежда была ему под стать, шестигранная, из дешевого дерева, выкрашенная в блеклый желтый цвет. Куда было ему тягаться с толстыми, круглыми, раскрашенными, яркими лакированными красками цветными собратьями, живущими рядом в глянцевой коробке. Никто их каждое утро не вытаскивал за ноги, не снимал с них стружку противным острым лезвием или даже ножом, когда рядом не было точилки, и не водил остро заточенным носом по шершавой серой бумаге. Завидовал он им днем и ночью, а особенно, когда видел в зеркале, как неуклонно укорачивается его рост. Ну вот, однажды пришли в квартиру к ним гости с маленьким мальчиком, которому очень захотелось порисовать такими завораживающими карандашами. Но точилкой пользоваться он еще не умел, а перочинный ножик уже изрядно затупился. Увидев гору искромсанных, с выкрашенными и сломанными грифелями обломков цветных карандашей, простой серый карандашик подумал, что лучше уж спать в пластмассовом стаканчике рядом со скрепками и каждый день истирать до дерева свой затупившийся носик, чем лежать в один прекрасный день вот так растерзанным на полу в ожидании совка и веника. Кто в доме главный? Ночь. Кухня. Тихий голосок из посудного шкафчика. Да как без меня могут обойтись?» Звенела вилка 4 своими алюминиевыми зубчиками. «Ни завтрак, ни обед, ни даже ужин без меня не обходится. Я в доме самое главное». «Только не надо размахивать своими клыками», многозначительно звякнул в ответ видавший виды столовый нож с пожелтевшей пластмассовой рукояткой. «А кто режет хлеб и намазывает масло? Кто, кроме меня, чистит картошку и готовит салаты? Я главнее всех». «Ладно вам петушиться», пролепетала чайная ложечка. «Пусть кто-нибудь попробует размешать сахар в стакане с чаем или отхлебнуть ножом или вилкой. Я главнее вас». «Что вы там бормочете?» пробасил стакан. «Без меня не только кофе не заваришь, но и воды не выпьешь. Я в доме самый главный». Спор разгорелся нешуточный и продолжался до самого утра. А утром дверь в кухню тихо распахнулась. Вошла прелестная дамочка в распахнутом халатике. Взглянула на обшарпанный старый посудный шкафчик с оставшимися в наследство от прабабушки столовыми инструментами и, ласково обняв подошедшего мужа, прошептала на ушко: «Ты же знаешь, дорогой, что завтра у меня день рождения. Не хотел бы ты подарить мне новую кухню, чтобы выбросить весь этот постоянно звякающий посудный хлам и купить что-то поприличнее?» «Конечно, любимая, прямо сейчас это и сделаем», — ответил он и пошел отвинчивать шкафчик со старой посудой от стены. Рак и рыбка. Жила-была, вернее плавала в речке маленькая рыбка. Хорошо ей было. Плыви куда хочешь и когда пожелаешь. Хоть в море, хоть в океан или просто по реке. Правда, не знала эта бедняга, что за поворотом в своей норке притаился злобный рак, которому очень приглянулась эта местная красотка. Да и скучно ему было одному в темной дыре. Недолго думая, высунул он обе свои огромные клешни и стал ждать. А бедная рыбешка, увидав это, подумала, что торчат 2 сучка из берега, и решила почесать плавнички об них. Но острые как ножницы клешни сомкнулись и потащили ее прямо в домик рака. Держа рыбку одной клешней, другой он сначала обкусывал бедолаге все плавнички, чтобы она не смогла от него уплыть, и лежала все время рядышком. И тут ей наконец дошло, что не видать ей больше ни морей, ни океанов, ни прогуляться даже по своей речке. И лежала рыбка рядом с этим подлым раком долго, долго,
который, натешившись другой, такой же огромной клешней, начал откусывать от рыбки по кусочку и засовывать себе в пасть, пока от нее не остался только хвостик, выплюнув который, рак опять выставил свои клешни из норки и стал ожидать очередную глупую рыбку. Если вы по гороскопу рыба, то внимательно прочитайте и плывите мимо красивеньких сучков раковых клешней, не останавливаясь почесать об них чего-нибудь. Апокалипсис. Мы — это кто? Глава 1. Темным осенним вечером, когда вязкий туман спрятал все то, что еще недавно просматривалось в давно упавших сумерках, внезапная вспышка озарила небо вознесшимся ввысь истине белым столбом ослепительного света. Все это произошло так мгновенно, что всем это видевшим луч показался ударом черной молнии в огромное здание блока реактора атомной станции. Свидетелей этого необычного зрелища было всего двое: охранник наружной полосы заграждения и его овчарка. Да лишь стрелки всех приборов контроля вздрогнули и опять вернулись на прежнее место. Аварийная система защиты не успела отработать полученные сигналы тревожных датчиков. Все в радиусе 2 километров вокруг превратилось в огненный шар. Он становился больше и больше, сжигая все на своем пути. Реки с диким шипением испарялись, как капли воды на раскаленной сковороде. Песок расправлялся и кипел, превращаясь в желтый пар, поднимающийся все выше и выше. Образовавшиеся оранжевые тучи заполняли до самого горизонта багровое небо. И вдруг гигантский фонтан раскаленной лавы взметнулся на месте огненного шара, превращая все вокруг в пылающее море огня. А к этому моменту Юпитер, Плутон и другие планеты выстроились в одну линию на противоположной от Земли стороне, за Солнцем. Сила притяжения оказалась такой огромной, что через прожженную в земной поверхности гигантскую брешь все расплавленное внутреннее содержимое Земли было в одно мгновение высосано, как белок из сырого яйца, через маленькую дырочку и огненной струей выплеснулось на ближайшую точку линии притяжения – Меркурий. Но долететь до него пылающая масса огня не успела. Планеты, выпотрошив все внутренности Земли, сместились с одной линии и, как ничего не бывало, продолжили свой неторопливый бег. Полыхающая змея огня, оставшись только под действием сил внутреннего притяжения, тут же свернулась в ослепительный желтый шар, который по инерции начал двигаться вокруг Солнца по орбите между Землей и Венерой с почти удвоенной скоростью, освещая все вокруг зловещим багряным светом. Сильно облегченная и продырявленная Земля, покрытая плотным слоем пыли от остывающих песчаных туч, все еще содрогалась в конвульсиях. В воздухе стоял страшный треск и скрип от сдвигающихся гранитных плит оболочки. Образовавшиеся проломы, как мощнейшие насосы, засасывали моря и океаны. Вода, попадая в раскаленное подземелье, разлагалась на водород и кислород, взрывалась, выбрасывая через прожженную дыру неудержимую реактивную струю воды и пара. Земля из планеты превратилась в исполинскую ракету и, сорвавшись со своей привычной орбиты, понеслась в неизведанный космос. Незадолго до этого, на противоположной стороне от будущего места катаклизма. Солнце палило нещадно. Не спасал даже включенный на полную мощность кондиционер. Полдень, каникулы, маленький провинциальный городок. Обжигающий ветер гоняет по опустевшим улицам обрывки бумаги вперемешку с густой серой пылью. Куда-то идти не было абсолютно никакого желания. Единственное спасение от скуки – компьютер. Игры все надоели до приторности. Все, что осталось из разнообразия для школьника предвыпускного класса – интернет. Самый дорогой модем, подаренный на день рождения, да еще папа, начальник местной телефонной станции, проложивший прямую линию от дома до коммутатора. Сделали свое дело. В любую точку мира доступ был обеспечен почти мгновенно. Вызвать программу сканирования, обнаруживающую компьютер с запаролированным доступом к ресурсам, было привычным делом. Но разгадать код, чтобы узнать незнакомца, не удавалось почти никогда. Только для шифра таких, как он, любителей, можно было найти отмычку. На этот раз пароль попался 20-значный. Стандартные программы раскодирования никогда не помогали. Сейчас тоже. Время девать было некуда, и он принялся нажимать клавиши по 20 раз подряд с закрытыми глазами.
После 4-й попытки динамики вдруг тихо пискнули. Открыв глаза, он не поверил. На экране было изображение шахматной доски с расставленными фигурами. Они двигались сами по себе. Но как только мальчик дотронулся до клавиатуры, все стали на свои места. Думать над ходами в такую жару ему совсем не хотелось. И он сначала выстроил пешки по диагонали, но противник вывел только коней и ни одной из них не взял. Видя такие поддавки, школьник вывел своего коня и в несколько ходов побил противоположных коней. Но как только он походил другой фигурой, доска исчезла. Экран погас. В это время вошла мать и позвала всех обедать. Компьютер остался включенным в сеть. Во время обеда, как обычно, смотрели новости. Диктор, молодая девушка, пригласила выступить гостя, популярного астролога. Сначала он рассказал о гороскопе на данный день. Затем, как бы вскользь, предупредил в шутливой форме о предстоящем сегодня необычном параде планет. Уникальном за все время наблюдения, который может привести к непредсказуемым последствиям. На это сообщение глава семьи сказал, что страшнее теперешней жары ничего быть не может. «Может», — заметил мальчик, — «Звездные войны». Что это такое, родители плохо представляли, в их время таких игр еще не было. Вернувшись к себе в комнату, ученик с удивлением заметил, что на экране светится вопрос «Введите долготу». Вспомнив из географии, что такое долгота, он открыл путеводитель по окрестностям своего города и ввел данные. Тут же появилось другое предложение «Введите широту». Только начал вводить другую координату, как от окна донесся звон разбитого стекла. Рука дрогнула, и вместо северной широты набралось южной широты. Компьютер мигнул, все исчезло. Затем появилось изображение части южного полушария. И почему-то возникли внизу часы, отсчитывающие время, но в обратном направлении. На звон разбитого окна прибежала мать. Не желая выслушивать вопросы, сын быстренько выключил свой вычислительный комплекс и, сказав «посмотрю, кто вышиб стекло», выбежал во двор. Глава 2. За 3 года до этого. Пустыня. Сотни километров вокруг ни души. Везде только раскаленные круглый год скалы и красная, как на Марсе, безжизненная каменистая поверхность. Между скалами приютилась непросматриваемая ниоткуда небольшая площадка, оборудованная для взлета вертолетов. 100 метров глубже. Здесь климат совсем иной. Кондиционеры, просторные помещения, лаборатории, суперкомпьютеры. На километры протянулись вырубленные в скалах тоннели, соединяющие с помощью кабелей, трубопроводов, лифтов, скоростных транспортеров и кабин передвижения все отделения и 2 реактора. Один силовой, питающий всю энергией, другой – для накачки лабораторных образцов мощнейших лазеров. Здесь разрабатывалось сверхсекретное оружие, основанное на принципе сведения в одной точке излучения нескольких огромной мощности лазеров для создания гипервысоких температур. Затем включились резонансные генераторы, самонастраивающиеся на частоту внутренних колебаний расплавленного вещества, которое начинало распадаться на атомы. Давление внутри все возрастало, пока не начиналась мгновенная ядерная реакция, аналогичная той, что происходит на Солнце. Продукты распада разлетаются на тысячи километров, превращая все вокруг в раскаленное пламя. Теоретические основы были обсчитаны многократно, компьютерное моделирование подтвердило правильность расчетов. Осталось собрать опытный образец малой силы и испытать его. На создание необходимых лазеров и генераторов ушло 2 года. Еще 1 год ушел на подготовку космических платформ для их размещения и управления. Для обеспечения мобильного управления с любой точки планеты было решено подключиться к всемирной сети интернет. Лучшие шифровальщики 2 месяца разрабатывали систему защиты от несанкционированного доступа. Во время проверки ни одна внешняя компьютерная программа не смогла раскрыть коды доступа. Но не все из разработчиков были довольны. Оставаясь постоянно в тени глубокой тайны, один из них решил, шантажируя весь мир, прославиться на века. Для этого, после всех испытаний, параллельно основному, ввел еще один, известный только ему, двухступенчатый пароль, 20-значное число, и шахматы с последующей блокировкой. Не успел он после, как ему казалось, успешной операции закончить 2-й завтрак, все вокруг огласилось ревом сирены. По громкой связи объявили боевую тревогу и срочный сбор на командном пункте. Руководство было в страшной панике.
Срочно пытались дозвониться до президента и сообщить о взломе пароля и активации системы наведения смертоносного оружия, а также о невозможности включить систему самоликвидации. После включения системы блокировки определить точку наведения оказалось невозможным. До удара оставалось 9 минут. Так как о системе знали только президент и разработчики, а наземные ракетные комплексы из-за уверенности в надежности паролей не запрограммировали на уничтожение космических платформ с лазерами, катастрофа неотвратимо приближалась. Совещание решило, что при таком запасе времени и незнании места атаки ни о чем не объявлять, а правительство срочно эвакуировать ближайшее бомбоубежище. Все надеялись, что это сбой в компьютере пункта наведения, но все усилия программистов ни к чему не привели. Решили выключить наземные устройства вручную. В это время со спутника наблюдения поступила информация о сильном разогреве нескольких, как официально указывалось, метеоплатформ. У всех присутствующих перехватило дыхание. И не зря. Через минуту столы и стулья запрыгали, как ожившие. Хотя по силе первого толчка все поняли. Пронесло. Удар произошел за тысячи миль от лаборатории, судя по расчетной мощности лазеров. Но при разработке позиционирования генераторов не учли расположение планет, что и привело к расфокусировке. Точка сведения некоторых генераторов передвинулась на противоположную точку диаметра Земли от точки разогрева лазеров. Первый термоядерный взрыв образовал гигантскую брешь в поверхности, а второй создал внутри у противоположной стороны ядра Земли чудовищное давление, которое и начало выдавливать ее жидкое содержимое, как пасту из тюбика. Парад планет довершил дело. Вся раскаленная магма была мгновенно высосана и огненной струей пролилась на Меркурий. Глава 3. Выбежав во двор, школьник от удивления раскрыл рот. Проезжавшая мимо их дома грузовая машина наскочила колесом на камень, ее подбросило, и она, кувыркаясь, взлетела выше огромного тополя, растущего у обочины. Проследить за ее падением он не успел. Тропинка, на которой стоял, вдруг с такой силой выдернулась из-под ног, что устоять не было возможно. Падая, заметил, как все вокруг завертелось и полетело в разные стороны. «Это смерч!» — мелькнуло в голове. Но небо ослепительно сияло, быстро катящимся к горизонту солнцем, которое, резко затормозив, опять стало подниматься. «Все это глюки от проклятой жары!» — подумал мальчик и закрыл глаза. Но страшный гул с дикими ударами от трескающихся гранитных плит оболочки земли заставили посмотреть вокруг. Он не понял, где находится. Куры летали выше облаков, собаки легко перепрыгивали через дома. Грузовик все еще продолжал лететь, но уже за 2 квартала от их дома, снижаясь, как самолет на подходе к аэродрому. Сам же он почувствовал такую легкость во всем теле, будто был легче пушинки. Сзади что-то скрипнуло. Мальчик повернул голову и замер. На крыльце стоял отец с удочкой в руках, бледный как мел. Леска безвольно свисала. На крючке болталась искусственная наживка, похожая на муху. В этот момент земля опять вздрогнула. Дом качнулся, и отец, не удержавшись, упал лицом в песок, где купались несколько кур. Одна из них, увидев муху, поймала ее на лету. Крючок почувствовала после нескольких шагов и, дико закудахтав, захлопав крыльями, полетела через забор. Но не тут-то было. Отец инстинктивно сжал выскальзывающее из рук удилище. Леска натянулась, и... Мальчик увидел, как ноги отца отрываются от земли. Он вскочил, в 2 прыжка догнал и ухватился за улетающие брезентовые штаны. Курица, совсем обезумев от такой тяжести, молотила крыльями, как заведенная. Отец, увидев далеко внизу двор с полуразрушенным домом, от изумления выпустил удочку и, почувствовав, что проваливается куда-то в бездну, так закричал, что мальчик с перепугу отпустил его. Но земля не спешила к ним приближаться. Падали они медленно, как пушинки снега в новогодний вечер. Мать, увидев все это из окна, стояла как завороженная. Затем бросилась к ним, но, почувствовав, что задыхается, присела. Первым пришел в себя отец. Встав и шатаясь, подошел к сыну. У того глаза были как 2 блюдца от ужаса. Но, взглянув на папу, успокоился. «Что-то голова кругом», — сказал отец. «Похоже, Земля потеряла больше половины своей массы, и воздух покидает ее. Надо срочно что-то делать. Скорее несите баллоны от акваланга». Вскочив, мальчик взлетел выше крыши сарая.
«Не так сильно отталкивайся, ходи как астронавты по луне, мелкими шажками, а то опять улетишь куда-нибудь», — добавил отец. Дав сначала подышать кислородом матери, начали думать, как быть дальше. Дом рухнул, машина под обломками в гараже, по всему городу руины и пожары. «Надо искать надежное место», — вновь заговорил отец. «Где тут что найдешь?» — возразила мать. «Земля и та вся в трещинах, не пройти». «А я знаю!» — воскликнул сын. «За полем, у самого леса, есть вход в заброшенную ракетную шахту». «С чего ты взял, что туда можно пройти?» — недоверчиво произнес отец. «Там все замуровано. Мы с ребятами подобрали ключ к одной из дверей, но вовнутрь так и не заходили», — обрадованно воскликнул мальчик. «Ну что ж», — сказал решительно отец. «Берем баллоны, еду, одеяло и скорее на базу. Видите, тучи гонят сюда». Взглянув, куда указывал он, все остолбенели. Оранжевые тучи приближались неукротимо быстро. Повеяло сильнейшим жаром. Вместо дождя с них падал горячий песок и глыбы раскаленного кварца. Под ними все начинало гореть. Но от недостатка воздуха огонь лениво, как бы нехотя, пожирал все подряд. «За мной!» — закричал мальчик и помчался через поле. Глава 4. Земля под ногами качалась и скрипела, как старая телега, разрываясь то тут, то там глубокими расщелинами, похожими на овраги. Вот и заветная дверь. Отыскав в потайном месте ключ, мальчик открыл замок. Но отодвинуть многотонную железную дверь смогли только втроем. За ней начинался бетонный коридор с идущими вниз ступеньками. Закрыть ее они уже не смогли. «Так даже лучше», — проговорил отец. «Светлее будет идти». Не успели они пройти и 50 шагов, как сильнейший удар потряс шахту. Там, где был вход, ярко вспыхнуло, загрохотало, и все погрузилось во мрак. «Обратного пути нет», – прошептала мать. «И что с нами будет?» В этот момент, потеряв в темноте равновесие, мальчик, падая, ударил рукой по какой-то железке. Что-то громко щелкнуло, зашипело, заурчало, и по всему коридору вспыхнул неяркий свет. «Ура! Спасены!» – закричал он от радости. «Не спеши!» – остановил его отец. «Сначала надо осмотреться». Коридор упирался в другую, еще более массивную, чем входная дверь. На ней не было никаких ручек, но рядом на стене, под стеклом, виднелась сквозь слой пыли красная кнопка. «Была не была», – сказал отец и ударом баллона разбил стекло, вдавив кнопку. Дверь тут же бесшумно отодвинулась в сторону, открывая взору небольшой перрон, у которого стоял круглый, как бочка, маленький вагончик без окон. Вокруг не было ни души. Туннель уходил куда-то вглубь, с другой стороны был тупик. Подойдя ближе, увидели открытую дверь и около 10 больших кресел внутри вагона. «Не сидеть же нам на бетоне», – промолвила мать. «Лучше уж в вагоне». Сиденья были мягкие, глубокие, высокие подголовники, удобные подставки для рук. «Пойду первым», — сказал отец. «Если что-нибудь случится, идите по рельсам». Но ничего особого не произошло. Только при его входе сразу же зажегся свет, и что-то затикало. «Быстрее все сюда!» — крикнул он изнутри. Как только уселись, свет вдруг погас. Дверь сама затворилась, и раздался металлический голос. «Не вставать до полной остановки!» Вагончик качнулся и тихо побежал по рельсам, набирая скорость. Уютные кресла в теплом вагоне, полумрак, мягкое покачивание, да еще и дневная усталость сделали свое дело. Все задремали. Первым проснулся мальчик. «Папа, мама, смотрите, где мы?» – воскликнул он. Все вскочили. Дверь была открыта. Снаружи ярко светили лампы. На перроне стояли какие-то люди в белых халатах с номерами и удивленно смотрели на них. «А где сенатор?» – спросил один из них. «Какой еще сенатор?» – удивился в свою очередь отец. «Не знаем никакого сенатора». «А что вы тогда делаете в его личном вагоне?» – спросил встречающий с номером 2 на халате. Выслушав всю их историю, встречающие не на шутку взволновались. «Бедный сенатор», – сказал номер 1. «Столько денег вложил на устройство этого тоннеля, вагона, и вот, воспользовались другие». «Ну что ж», – добавил он, – «похоже, его мы не дождемся, да и вход завален. Придется включить защитные двери и наглухо замуровать тоннель». «Так и сделаем», — сказал номер 2. «А сейчас гостей в столовую и затем отдыхать».
Это была необычная столовая. На каждом столике находилась клавиатура и экран с двумя динамиками, мягкий удобный стул и больше ничего. Только все расселись за своими столами, как на экранах появилась надпись «Какие блюда выбираете? Первое, второе, третье». Мальчик нажал 3. Тут же появилась следующая надпись «Компот, чай, мороженое, пепси, кока» и еще 100 названий. У него закружилась голова от предвкушения удовольствий. «Мороженое, конечно», — решил он. «Какое?» — спросила машина, встроенная в стол, и высветила еще 100 сортов — клубничное, ванильное, миндальное. Но тут все испортила мать, сказав: «Никаких мороженых, начинаем с первого. Итак, грибной суп», — сказала она, нажав синюю кнопку. «А что это за кнопка?» — спросил мальчик. «Это для подачи команд голосом», — ответил вместо матери номер 3. «Суп так суп», — прохныкал мальчик. «А как здесь это устроено?» «Не все сразу», — ответил номер 3. В это время отодвинулась часть крышки стола, и откуда-то изнутри, как на лифте, поднялась тарелка с супом. Пар, от которой шел с таким приятным запахом грибов и леса, что мальчик забыл даже про мороженое. После обеда вставать из-за столов было трудновато. Столько всякой вкуснятины, причем любой, какую только можно было придумать, даже яичницу из черепашьих яиц, свежие апельсины, бананы, а от десертов, шоколадов, коктейлей животы у всех так переполнились, что они были бы не прочь здесь же и задремать. «Отдохнете немного в спальне, а затем покажем и остальное», — сказал сопровождающий их номер 3. Каждому отвели отдельные хоромы, иначе и не назовешь. Стены были обвешаны шкурами диковинных зверей. Их мягкий длинный мех гасил все звуки. На полу лежали пружинищие, податливые ковры, как будто бы шел по глубокому мягкому мху. Окна были сделаны в виде арок, через которые виднелось темно-синее небо и яркие звезды, медленно плывущие вслед за серпом молодого месяца. «Откуда небо, если мы глубоко под землей?» — спросил мальчик. «Это не стекло, а экран компьютера», — пояснил номер 3 и добавил: «Если темно, скажи громко, светлее, и тогда небо станет голубым, а если сказать совсем светло, то вместо звезд взойдет солнце, и в комнате будет как днем». «Темно!» — крикнул мальчик. Солнце медленно покатилось к закату, стало пурпурно-красным, затем, сверкнув из-за горизонта, острым как стрела лучом, окно стало темным, и все погрузилось во мрак. «Светло!» — опять воскликнул он. Солнышко начало медленно подниматься, но уже с другой стороны окошка. Но тут так ему захотелось спать, что он плюхнулся лицом на пушистое одеяло. Оно брызгами разлетелось в разные стороны. Затем края его, как огромные крылья, окутали со всех сторон мальчика. Солнце вставало все выше, но мальчик уже глубоко спал. Глава 5. Проснулся от тихого разговора. Открыл глаза. Мать и отец сидели рядом с ним на кровати. Солнце светило уже вовсю. В комнате было жарко. «Эх, не хватает ветерка», — сказал отец. И тут же откуда-то сверху начали мягко опускаться волны прохлады. «Вот это да!» — воскликнул мальчик. «Ну вот и сынок проснулся», — сказала грустно мать. «Давайте решим, что делать дальше. Не нравятся мне все эти белые халаты, да и лица у всех как будто бы одинаковы. Похоже, они все близнецы», — добавил отец, тревожно взглянув на дверь. «Никакие мы не близнецы», — раздался голос из открывшейся двери. «Мы все клоны, то есть абсолютно одинаковы. Так что пора внести ясность в наши отношения». «Только ясности не хватает здесь, под землей», — добавил озабоченно отец. «А что такое клоны, и как они оказались под землей? И кто соорудил все эти подземные чудеса?» — не унимался мальчик. «Скрывать от вас нам уже нечего, так как на земле кроме нас с вами никого не осталось», — ответил номер 1, тихо притворив за собой дверь. «Смотрите на экран, вернее, в окно». Солнце вдруг начало быстренько скатываться за горизонт. Экран погас и тут же вспыхнул желтым цветом. Все пылало и рушилось. «Это передача с одной из ТВ-камер наземного наблюдения, которая осталась целой», — прокомментировал номер 1. Затем нажал на пульте другую кнопку, и взору сидящих предстал кипящий, как кастрюля сухой, океан. Остальные камеры разбиты или сгорели. Остались только эти две, но и они указывают на всеобщую катастрофу, с нескрываемым сожалением произнес номер 1. «Поэтому от нас с вами зависит, выживем мы или нет». «А мы-то здесь при чем?» — вступила в разговор мать.
Кто-то заварил всю эту кашу, а нам расхлебывать? Ваш сынок и заварил кашу, как вы говорите. Он же разварил все живое в морях, океанах и разломил всю землю на части, гневно произнес номер 1. Стрелочника почему-то во все времена выбирают из самых слабых и беззащитных, возмутился отец. Вам бы лучше не кипятиться, а спокойно выслушать, как с вашей помощью этот мальчуган угробил почти все человечество. Остановил его номер 1 и добавил. Пока вы спали, мы отсканировали память каждого из вас, и все, что вы делали от самого рождения до сего времени, у нас записано в центральном компьютере. «Негодяи, как вы могли?» – истерично закричала мать. «Успокойтесь, никто, даже вы друг о друге ничего не узнаете, все закодировано. А вот как папаша подвел высокоскоростной интернет в ваш дом и до чего довело баловство мальчика, смотрите на экран», – сказал номер 1. Мальчишку прошиб холодный пот. На экране точь-в-точь было показано, как он барабанил по клавиатуре и как появились закодированные шахматы, как первый раз встряхнуло землю и как солнце повернуло вспять. Мать упала в обморок. Отец остолбенело смотрел невидящими глазами на экран. Но это скорее вина программиста. Слишком слабым оказался код, поэтому не очень-то вините сына. Да и сделал он это, можно сказать, нечаянно, попытался успокоить всех номер 1. За такое нечаянно надо лупить очень отчаянно. И отец стал снимать толстый кожаный ремень. Ремнем дело не поправишь. А вот сократить население Земли на 1/3 можно запросто. Поэтому берегите себя, мы вас тоже без опеки не оставим, добавил номер 1. И уселся в широченное кресло, которое несколько раз как бы вздохнуло, выдохнула и мягко приняла в себя первого, полностью подстроившись под его вес и фигуру. Глава 6. Как вы успели заметить, все мы похожи друг на друга, и у каждого свой номер, продолжил разговор номер 1. Всего нас 50, как бы сказать, человек. А почему вы все похожи на сельского жителя, вернее, на фермера? Такое же обветренное лицо, грубые руки, походка, да и размер головы-то не очень, спросил отец. Чем богаты, тем и рады, ответил поговоркой номер 1. Хорошо, что хоть какой-то фермер. А то нас, а вместе с тем и вас могло бы и не быть. А мы при чем? Удивился мальчик. А кто, кроме нас, соорудил бы все это чудо, спасшее и приютившее вас? Ответил номер 1. Расскажите подробнее, попросила тихонько мать, присев рядом с отцом на кровати мальчика. Номер 1 потянулся в кресле и тяжело вздохнул. Его лицо омрачилось, как если бы он вспомнил о чем-то грустном. От вас, землян, одни только хлопоты. Все началось еще в 70-е годы, когда вы запустили какую-то железку исследовать границы Вселенной. Залетела она за эти годы невесть куда, создав своими радиосигналами помехи для наших маяков, разбросанных по всем галактикам, что и привело к изменению курса нашего корабля, летевшего к замолчавшей почему-то цивилизации, похожей на вашу. Автопилот неверно сработал, и наша тарелка, попав в притяжение Земли, начала падать. Корпус сгорел наполовину в атмосфере, что позволило снизить скорость. Это нас и спасло. От удара о каменистую почву пустыни лопнула защитная капсула, где мы находились. Жить нам оставалось несколько минут. На счастье, услышав звук взрыва, прибежал фермер с собакой. Она-то и начала вдруг лизать капсулу, учуяв, наверное, питательный раствор, в котором мы находились. Так мы оказались на языке собаки, которая облизала руки хозяина, пытавшегося отобрать блестящую желтым цветом колбу. Было очень жарко. Пот лился с фермера ручьем. Смахивая его с бороды и усов, он провел руками по губам. Этого мы только и ждали. Через полчаса уже чувствовали себя как дома. «Интересно, как это дома? В организме фермера, что ли?» – спросил недоверчиво отец. «Вы что, такие маленькие?» «Мы меньше, чем вы даже можете себе представить», – ответил номер 1. «Нас нельзя увидеть ни в какие микроскопы. Это мы даем всему живому жизнь. Мы строим абсолютно все живые организмы, как животные, так и растительные. Используя питательные вещества, строим клетки, из которых и состоят ваши и другие организмы. Точно так же, как вы из кирпичей и бетона строите здания». «А как же мама и папа?» – захныкал мальчик. «Мама и папа дают по одной клетке, в каждой из которых имеется по 2 разные половинки схемы строительства организма», – продолжил номер 1. «И в зависимости от того, где находится Солнце,
Мы берем по одной половинке схемы от папы, а другую от мамы, складываем вместе и начинаем строить человека, как из кубиков, по картинке складывают дети домик. А как же мозг, как мы мыслим? Не останавливался отец. Мозг строится, как и организм, по вышеизложенной схеме, но управляется сигналами извне, которые мы вам и передаем, продолжал номер 1. А где вы находитесь сами? Спросил мальчик. Мы живем в каждой клетке, строим ее, ремонтируем. С помощью клеток крови путешествуем по всему организму, передаем письма, вернее послания, из любой клетки в любую другую клетку организма через наших почтальонов, которые, кроме того, еще и строят эти клетки крови. Те наши, которые живут в клетках мозга, создают связи между нейронами, а по командам из нашей межгалактической базы человек начинает мыслить и действовать так, как нам нужно. Вы что, превратили нас всех в роботов? У матери глаза округлились до невозможности, и она продолжала с нескрываемой злобой. Она внушили, что человек сам себе хозяин. Вы сами себе хозяева только в том, что можете задержать наши команды и указания на очень короткое время. И то по воле случая. Иначе просто погибнете, спокойно ответил номер 1. А как же телепаты, ясновидцы? Спросил угрюмо отец. У этих людей клетки мозга были ошибочно соединены между собой при создании, то есть при рождении или после травмы, и у них наши сигналы иногда проходят в сознательный уровень, что и ощущают они в виде голосов, картин, видений, которые мы запрограммировали и которые должны произойти в скором будущем. Глава 7. «А зачем вам столько роботов?» – не унимался мальчик. «Без них и нас не было бы», – помрачнел номер 1. «Мы строим и создаем вас, как венец природы. Весь растительный и животный мир мы устроили так, чтобы обеспечить вам наилучшее существование. А вы, в конце концов, под нашим управлением создадите такие механизмы и устройства, с помощью которых построите межпланетный космический корабль для завоевания и заселения нами других галактик. Так что «Звездные войны» — это вовсе не сказки, это ваше будущее, вернее, ваших поколений. А все ваши фантазии — это тоже часть нашей программы, которая иногда просачивается в сознательный уровень. Фантазии помогают в решении наших задач, так как люди яснее видят те проблемы, которые им предстоит решить. «Это как создание полета на Луну?» — не успокаивался мальчик. «Вот именно», — заключил номер 1, и после некоторой паузы добавил. «Сейчас у нас в наличии только один тип мозга, и тот — фермера. А ваши головы, построенные по разным схемам и более развитые, нам сейчас нужны просто позарез. Да и вам также. Чем более усердно вы будете нам помогать, то есть переспрашивать, правильно ли поняли наши команды и уточнять свои мысли, тем скорее мы покинем Землю и перелетим на другую планету». «Зачем же нам покидать нашу родную Землю?» – сурово спросила мать. «Так как она сошла с орбиты, потеряла большую часть массы и в любой момент может столкнуться с любой из планет. А еще, что хуже, упасть на Солнце и сгореть», – разъяснил номер 1. «А как же птички, рыбки, звери, травки и деревья?» – спросил мальчик, чуть не плача. «Что будет с жизнью на Земле теперь, и как вообще она зародилась? Да, что вы знаете о Ноевом ковчеге, правда это или нет?» Отец, словно проснувшись, забросал первого вопросами. «Я же все вам объяснил». Номер 1 разозлился не на шутку. «Все сказки и вымыслы имеют под собой почву. Обо всем этом и многом другом расскажу вам подробно позже, в процессе работы. Иначе ваши головы перегреются от невозможности переварить такое количество непонятного. Сейчас надо действовать, и притом быстро. Планы уже готовы. Повторю еще раз. Ваше и наше спасение, а также продолжение рода человеческого в ваших руках, без действия которых нам отсюда не выбраться», — заключил номер 1. И, взглянув на погрустневшие лица, добавил: «А хорошее настроение мы вам устроим в 5 минут, прямо сейчас», — закончил он и вышел. Продолжение в следующих книгах. Автор — Маршенюк Владимир Яковлевич. Окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения, факультет автоматики и вычислительной техники, с отличием, что и позволяет в немалой степени писать критические статьи по поводу всевозможных открытий и изобретений в разных отраслях науки и техники. Некоторые статьи и комментарии могут показаться неискушенному читателю до такой степени невоображаемыми, что иногда приводят его в замешательство. Хотя, если что-то в моих произведениях для вас непонятно, это еще не означает, что это невозможно.
Мои следующие книги о том необычном, интересном и непонятном, о чем многие даже не подозревают и не догадываются, и в основном для взрослых. Конец. Текст читал Евгений Губанов. Спасибо за просмотр. Друзья, если вам нравятся мои видео и другой контент, поставьте лайк и подпишитесь на канал, оставьте комментарии и поделитесь видео с друзьями. Ваша поддержка очень важна. А если желаете поддержать развитие канала материально, становитесь моим подписчиком на Бусти или Патреоне, или же можете разово задонатить через Donation Alerts. Все ссылки в описании.